Вітаю, друзі! З вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшняя наша с вами встреча посвящена онлайн-гаданию на картах Таро, на судьбу, на ситуацию. И мы просто почитаем в потоке знаки судьбы, о чем вам важно знать сейчас. Настраивайтесь на себя, на ситуацию в личной жизни, подключайте свою интуицию и получайте советы, подсказки, инсайты, знаки высших сил и знаки судьбы на сейчас и ближайшее будущее. Давайте посмотрим 5 знаков судьбы, о чем вам важно знать сейчас. И первая карта, я бы хотел ее начать расклад с того прошлого, что влияет с прошлого на вас, да, на ситуацию, которая происходит сейчас. Вот это у нас будет прошлое, давнее прошлое. Это настоящее, это вот совсем недавно обстоятельства. Это вот уже завтра, а это вот будущее, да. Это ваш ресурс, то есть в вас какое-то ресурс или какое-то качество, которое до сих пор влияет на вас. Давайте смотреть, то есть, что это за качество, но это то, что вы можете использовать, это принадлежит вам. Может быть, вы это не использовали, может быть, вы это потеряли, утратили, может быть, кто-то забрал, украл, да, но из прошлого на ваше сейчас влияет то, чем вы, возможно, не так активно пользуетесь, как бы этого хотелось. Давайте посмотрим, что именно из прошлого не так пользуется, да, вами или использовано вами. Но это принадлежит вам. Это могут быть ваши деньги. Конечно, 4 монет, 5 монет, но это какое-то либо предмет, скорее всего, это предмет, конечно, либо это то, что вам очень дорого. И вы этим предметом или то, что вам очень дорого, вы этим практически не пользуетесь, да? Или не так, вам жалко как будто бы, вот. Вам жалко что-то использовать. Может быть, вам жалко это отдать. Может, 4 монет, это я взял, это мое, да. Но вы это когда-то получили, вам это отдали. Может быть, с детства, может быть, уже в более зрелом возрасте. Поэтому это что-то материальное, скорее всего, либо деньги, либо предмет, либо то качество, которое вы получили, но не использовали. Может ли это быть образование, которое вы получили, вы в него вложили деньги, а оно не используется? Да, может быть. Давайте еще посмотрим, что тут идет. Вы как будто бы либо потеряли это, 10 мечей, либо у вас кто-то это отобрал путем такого, знаете, вероломства какого-то. На вас кто-то напал, и это или попытался забрать, или, именно отнять, да, так, как будто бы это прекратило существование. Давайте еще, что тут помимо 10 мечей. А оно все равно у вас осталось. Рыцарь монет. Понимаете, туз монет – это то золото, которое внутри вас. Это тот ресурс, который вам принадлежит по 4 монет и который не отнимешь. Да, это может быть любой предмет, да, или что-то материальное, что у вас хотели отнять или вы могли потерять. Но это также какая-то ваша черта характера. Какая это черта характера? Настойчивость, выдержка, терпеливость, и сила воли. Сюда же, да, она идет, сила воли. Хорошо, давайте еще один аспект прошлого заденем, да.
Ну, смотрите, здесь у вас колесница. А колесница – это нереализованный потенциал. Но колесница – это еще перевозчик, и это еще и предприниматель, такой успешный человек. Поэтому давайте я так скажу. Возможно, вы не реализовали себя как предприниматель, бизнесмен, бизнес-леди, да. Может быть, как успешный человек, который занимается своим делом, и человек, который не осуществил ту поездку, которую он должен был бы осуществить. Но, может быть, вам жалко денег, может быть, не жалко денег, а не было денег, может, потеряли деньги или украли деньги. То есть вы как минимум куда-то не поехали, а остались на месте. Почему? Потому что вам надо было либо вернуть долг, либо отработать, либо восстановить утраченное по десятке мечей. Ну и также, возможно, вы человек, который много потратил денег на себя, но не просто на себя, а именно на свое здоровье. И вы не ездили, ну так, много, да, потому что, ну, вы тратили на себя именно скорее на здоровье, да. Вот такие вот аспекты из прошлого на вас могут очень сильно влиять. Что совсем недавно произошло такого, что оно проявляется сегодня? Вы, скорее всего, недавно сделали какой-то выбор. Этот выбор связан лично с вами, возможно, с каким-то партнером, возможно, с поездкой, с дорогой и с любовными отношениями. Давайте смотреть. Правильный ли вы выбор сделали? Проверяем четверку пентаклей и туз пентаклей. Это как бы все, что принадлежит вам. То есть вы сделали выбор. Он ваш или нет? Ну или по-другому можете посмотреть, а правильно ли вы его сделали, этот выбор? Ну, карты говорят о том, что в правильности вашего выбора можно очень сильно сомневаться. Луна. Хорошо. Почему? Почему так? Почему вы, возможно, ошибаетесь в своем выборе? Причины. Потому что либо вы сделали этот выбор как бы назло другим, ну или чтобы, как говорится, похизуватись, да, похвастаться. Ну, либо вы недооценили свои силы, свои способности или свои возможности. Хорошо. Что вам рекомендуют высшие силы сейчас сделать, чтобы исправить ситуацию, которая связана не с не совсем правильным выбором из прошлого? Ну, во-первых, никого не обвинять, кроме себя, да и себя сильно не обвиняйте, потому что это просто будет съедать вашу силу, здоровье, энергию. А продолжайте реализовывать то, что начали, с учетом тех ошибок, которые вы уже допустили. Не терять контроль над ситуацией. И смотрите, здесь рыцарь Пентаклей, как бы пользоваться своими ресурсами, которые я проговорил по этой карте. Если вдруг не помните, вернитесь туда, где я озвучивал эту карту. Хорошо. Ваш выбор, ваша дорога не совсем может быть правильной, и, может быть, где-то из-за протеста должна быть продолжена. Хорошо. Достигнете ли вы своей цели таким образом? Проверяем шестерку и семерку. Комбинацию. Достигнете ли вы своей цели? Ну, есть риски, что не достигнете. Пятерка монет, ну, скажу так. Все будет зависеть от того ресурса, туз монет, да, и от той силы, которую вы используете в себе. Но карты на здесь и сейчас не гарантируют вам достижение той цели. Почему? Ну, может быть, не хватает здоровья по этой карте, может быть, не хватает денег, могут складываться обстоятельства. Поэтому продолжать, да, получится, может и нет. Может и нет.
Хорошо, что происходит прямо сейчас? Ну, как минимум, давайте еще сейчас, пока не открываем, я сейчас так скажу. У вас была такая ситуация, где у вас не хватало сил или здоровья, а вы сделали выбор, где-то ошиблись, но продолжили, и сейчас оно, может, идет немножко наперекосяк и не сильно получается. Слышите, да? Ну, вот что сейчас происходит. Ну, а сейчас у вас 10 кубков. Это очень хорошая карта. Здесь она, ну, в этой колоде, она как пресыщение. Ну, вы чувствуете, что вроде бы все хорошо, но с вас уже хватит, вам достаточно. Как бы сейчас вы достигли какой-то максимальной планки, но в своей зоне комфорта. Это максимальная зона комфорта, счастья, да. И, ну, можно так сказать, что все ли плохо сейчас? Нет. А точно сейчас все хорошо? Да нет. Да. Тогда или нет, да. В общем, сейчас что происходит? Сейчас все хорошо. Давайте смотрим, а что у вас сейчас, с чем у вас сейчас хорошо? От чего вы можете или, ну, должны бы быть счастливы? От чего? Да. Солнце. Это вы можете быть сейчас счастливы в связи с сыном, дочерью, с детьми и с мужчиной. Сейчас вы можете быть счастливы, потому что даже высшие силы, как Солнце, да, они дают вам этот шанс. То есть вы можете быть сейчас счастливы. Вот так. Хорошо. Что вам сейчас советуют высшие силы сделать, чтобы этот момент счастья продлился? Ну, смотрите, здесь королева мечей. По королеве мечей не торопиться, не делать необдуманных решений, делать все по закону. Ну и партнериться, ну, обзаводиться партнерскими связями, но партнериться так, чтобы это было как бы выгодно и вам, и другим. Обзаводиться связями и партнерами на взаимовыгодных условиях. Хорошо. Обвиняет ли вас кто-либо? Да, возможно, вас обвиняют за характер, ну, за, может быть, вспыльчивость, да, как вспыльчивый характер, и за, возможно, какие-то резкие движения, ну, за какую-то жесткость. Вы как-то себя повели достаточно жестко. Но это было воспринято не очень комфортно тем человеком, с которым вы так себя повели. Смогут ли вас простить? Простит ли вас тот человек или высшие силы, да, с которым или из-за которого связана эта ситуация, да, развивается эта ситуация? Ну, все зависит от обстоятельств, и это карта смирения. Она здесь больше как совет. Здесь он может вас и не простить по этой карте, но вам нужно смириться, что это уже произошло. И не осуждая его, этого человека, да, дать ему возможность, ну, как простить вас, так и не простить, если действительно вы в чем-то, ну, по какой-то причине имеете вину перед ним. Давайте смотреть дальше. Что на пороге? На пороге у вас выход из какой-то очень сложной ситуации, реализация вашей мечты, вашей поездки, переезда, рождение чего-то нового. Возможно, если вы планируете новую жизнь начать или зачать, это тоже здесь есть. Ну, беременность, именно здесь она как уже как рождение ребенка, да, и начало чего-то нового. То есть, что на пороге? Вы на пороге. Не что на пороге, а кто на пороге. Вы на пороге чего-то нового, в том числе рождения бизнеса, ребенка,
вас, нового человека, как нового человека, да, вот так. Но смотрите, вы на пороге поездки переезда из того места, где вы сейчас находитесь, рыцарь жезлов. То есть вы, скорее всего, будете уезжать отсюда, да, с этого места, где вы находитесь. То есть если вы стоите сейчас на пороге и думаете, переезжать или не переезжать, и под какими-то эмоциями сделали движение в сторону переезда, а теперь жалеете, не жалейте, вы все равно бы переехали. Услышали, да, вот эта вертикаль, она тут как раз о каких-то, может быть, даже сожалениях, потому что, может быть, вы поехали куда-то, к кому-то, но оно вам не очень комфортно, да. Хорошо, то есть вы поедете. А теперь я хочу спросить, у вас на пороге человек, это мужчина, и я хочу спросить, будет ли у вас встреча на дистанции или с человеком, который на дистанции, особенно если это мужчина, если он ваш там любовник, да, вот так. Будет ли встреча с мужчиной? Смотрите, союз, мужское, и да, такой шанс у вас есть, и скорее всего да, чем нет. Да, ответ да. Что вам нужно сделать, чтобы эта поездка, эта встреча и вообще результат был максимально, эффективным, да, вот так. Что вам нужно сделать? Да здесь просто позволить себе направиться на встречу счастью, то есть позволить себе поездку, перелет, может быть, там пеший ход, а может быть плавание какое-то, да. То есть позволить себе открыться, довериться счастью и позволить себе вот этот момент счастья. Здесь 10 чаш и здесь 10 чаш, да. Хорошо. Но если вы отправитесь навстречу своему счастью, будете ли вы счастливы в конечном итоге? Шестерка пентаклей. Ответ, скорее всего, позитивный. Да, с большой долей вероятности. Особенно, если вы тот человек, который может себя охарактеризовать так. Я благодарен миру. Вы благодарны миру. Вы себя можете так охарактеризовать, что вы благодарны миру, и вы всегда благодарите мир за то, что вам мир дает. Например, даже вот вы всегда пишете в комментариях к раскладу «благодарю за расклад», там, ставите лайк, например, да, то есть это я вам пример привожу. То есть если вы считаете себя благодарным миру, благодарным за то, что вы получаете, то, что дает мир, и вы его благодарите, значит, вы будете счастливы. Если интерпретировать вот человеку, который в одиночестве или устал от жизни, да, но хочет чего-то нового. Сможет ли он начать новую жизнь? Да. Особенно если вы благодарите мир за то, что вы уже прожили. Так работает. И для тех, кто ищет партнера, идет навстречу к партнерским отношениям, здесь карты говорят о том, что вы, скорее всего, найдете того человека, которого ищете по своей судьбе, вне зависимости от того, какая ситуация у вас сложилась с этим человеком на здесь и сейчас. То есть дороги будут открыты. Да, не без трудностей, может быть, да, не без каких-то жертв или страданий, да, но у вас это получится. Хорошо. И вот это вот очень скоро, да, а это вот судьба, будущее, да, заглянем в будущее, давайте посмотрим. Ой, у вас тут разные события, самые разные события будут. События могут быть больше связаны с поездками, переездами. Вы будете много двигаться, очень много, причем в разные стороны. Может быть, даже весь мир посмотрите или еще много увидите, узнаете. У вас будут партнерские отношения, договора, контракты, возможно, женитьба, замужество. И давайте посмотрим 4 направления вашей судьбы, которые принесут вам особенный успех. 4 направления вашей судьбы.
на которых вас ждет удача, вам повезет, ну и вы, возможно, сорвете джекпот, да. Давайте смотреть. Первое направление связано с тем, что вы не реализовали в прошлом. В прошлом вы не реализовали что-то из серьезных планов, и, возможно, вы эти планы обсуждали с каким-то мужчиной. Возможно, эти планы и связаны с мужчиной или с бизнесом. То есть вам повезет с вашими нереализованными планами. Да, вот так. Второй аспект. Вы найдете то долгожданное счастье, даже часы ударили, да, вы найдете то долгожданное счастье и вкусите, или і зап'єте, да, скуштуєте, правильно казати, ту чашу счастья, которая по праву вам принадлежит. И, возможно, вы ее когда-то потеряли, а, возможно, у вас ее отняли, украли. То есть вы как бы в поисках счастья вы его обретете. Вот так. Это аспект личного счастья. Третий аспект, то, что я говорил, это любовь. Вы найдете свою половину, встретитесь со второй своей половинкой, давайте ее так назовем. Встретите свою любовь и услышите сакраментальне «Я кохаю тебе». Ну и последнее. Вы сможете избавиться от того, что вас преследует, но то, что вас преследует, это не только какие-то страхи, да, это, скорее всего, тяжесть и груз ваших неудач и вашего проигрыша, который, возможно, вы переживаете в этот момент или пережили буквально недавно или на днях. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось. До зустрічі, па-па.